Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Видео о гибели вишен во многих регионах вызвало интерес у наших зрителей и подписчиков канала на YouTube и в социальных сетях. Посыпались сообщения из разных регионов, что в 2020 году стало проблемно выращивать не только вишни. Проблемы с водой затронули многих садоводов и дачников. Наши зрители интересуются, что делать с осенними подкормками, ведь в сухую почву их вносить опасно. Осадки, которые в последнее время в виде ливней не пропитывают почву на нужную для садовых растений глубину, просто-напросто там, где есть, они очень маленькие, а где их много, они просто ливнями смываются. Вода в колодцах по-прежнему исчезает. Нечем поливать сад. Некоторые деревья и ягодники угнетены, не могут подготовиться к зиме. Что же делать, спрашивают наши зрители. Прежде чем что-либо предложить, хочу напомнить, почему сложилась такая ситуация в данном случае. Планета Земля живет, развивается и эволюционирует. Сейчас происходит важное событие – квантовый скачок, и все об этом уже говорят и знают. Планета и все, и все, что на ней живет, готовится к переходу из эпохи рыбы в эпоху водолея. Рыбы – это знак стихии воды, водолей – это время стихии воздуха, хотя имеет такое название «водулей». Меняются климатические зоны, смещаются времена года, изменяются магнитные полюса, повсюду хозяйничают климатические качели. Во многих регионах уходит вода из рек и озер, не только из колодцев, а где-то вода начинает занимать новые пространства, где-то прибавляется. Земля готовится к своему новому состоянию, новому виду, новому убранству. И что же делать нам, садоводам, дачникам? Сидеть и печально констатировать факты засухи, торнадо, потопов, или ждать все эти природные явления у себя дома? Нет, ни в коем случае. В основной массе садоводы, огородники – это позитивные люди, и не надо печалиться. Мысли материальны, поэтому думаем позитивно, создаем свои сады, райские сады в своей голове, трудимся на земле. Скажу вам по секрету. Творец поделил себя на миллиарды частиц и поселился в сердцах человека. И сейчас идеальное время для каждого сердца, для каждого человека создать из своего сердца свое пространство, свой рай, свою землю и вселенную. Позитивные мысли, красивые картины своего сада, своей цветущей, зеленой и радостной планеты, свое здоровое красивое тело, радостная и счастливая улыбка на вашем лице в мыслях, и в этой реальности таким и формируется сейчас будущее райского сада, райской земли каждого. Это нужно понять. Ну а тем, кому нравится отдавать свою созидательную энергию на негатив, тот и получит такую жизнь, такое пространство. Не хочу даже об этом говорить, потому что мы люди позитивные. Разве можно быть негативным и негативно мыслить, если ты подходишь к дереву весной, оно цветет, радует тебя цветочком, потом зеленые листики, плоды, ягоды. Отвергаем все негативные мысли, мыслим позитивно. Именно нам сейчас готовы помогать божественные силы Творца. Так давайте используем их в творении своего блага, и вот это творение красоты на благо своей живой, здоровой, красивой земли, своего райского сада. Ну а контрастный, резко меняющийся климат, который меняет свое настроение даже в течение дня, это подсказки для выбора новых путей. Для себя я выбрала создание мини-сада, где растут маленькие деревья.
Их называют кто-то карликовыми, колонновидными, по-разному называют. Возможно, скоро появится еще что-то новое. Только нужно эти подсказки научиться видеть и использовать. Мне часто мудрые садоводы, не хочу называть их старыми людьми, но вот называю слово мудрыми. Так вот, есть такие, которые выращивают высокорослые деревья и пишут мне обвинительные комментарии, утверждая, что колонновидных или карликовых деревьев в природе просто нет и не может быть вообще. Тем более, что в сельхозинститутах их этому не учили. Они размышляют по принципу: если я об этом ничего не знаю, значит это просто-напросто не существует и не может быть этого. Тогда просто возьмите и найдите в интернете, сейчас есть эта возможность, картины растений, картины земли, различных городов или садов, вот картины 15-16 века, какие-то другие. Там, я смотрела, нет нигде ни яблонь, ни груш, ни вишен и никаких наших садовых растений, которые вот нам уже привычны. Скажите, если вы скажете это жителям этого времени, представьте, что переместились, что яблоня – это дерево, и на ней растут вот эти райские яблочки, и из них еще не только есть в сыром виде, а можно готовить множество вкусностей, они бы точно у виска покрутили ваш адрес пальцем. Вот такая ситуация, время меняется, и то, что было привычным для одного времени, оно непонятно, непривычно для другого. Вот примерно такая ситуация сегодня с новыми растениями сада. У меня такое чувство, что это только-только начало. Новый климат создаст совсем новые условия для появления новых растений. И придут они через самородков, смелых агрономов, селекционеров и просто садоводов, которые пробуют, смело воплощают свои мечты, прививая когда-то несочетаемые растения. Много садоводов, далеких от науки, изучаемые в сельхозвузах, творят чудеса на своих растениях и получают результаты, урожай, которого, по мнению преподавателей этих же институтов, не может и не должно быть. Но давайте рассмотрим один из вариантов будущих садов в эпоху Водолея. Думаю, что один из вариантов – это маленькие деревца, которые уже сейчас многие успешно выращивают. Корневая система таких растений залегает в слое почвы до 40 сантиметров. А для корневой системы больших деревьев нужно 2-3 и более метров. Как вы думаете, какое растение будет меньше пить воды? В каком случае можно рационально использовать драгоценную, дорогостоящую живительную влагу и малое количество удобрений? Естественно, в саду с маленькими деревьями. Статья затрат на защиту от болезней и вредителей – дорогостоящее дело. И здесь легко посчитать, сколько нужно препаратов для опрыскивания большого дерева и для маленького. И попробуй еще и обработай высоченное дерево 5-7 и больше метров с ручного опрыскивателя. Здесь новые затраты на современный опрыскиватель заберут еще солидную сумму. Но вот это только некоторые нюансы, которые вот нам подсказывают, что можно выбрать. Еще одно утверждение представителей старых способов выращивания садов – новые растения живут только 10, 12, 13 лет. А большие вот деревья, старые деревья, они живут десятки лет. Рассмотрим и этот вопрос. Да, маленькие деревца живут меньше, но начинают плодоносить на 2-3 год. А некоторые старые сорта яблонь вступают в плодоношение с 5-7 года, а некоторые даже с 8 года. И есть такие примеры, мне пишут наши зрители, что вот растет или груша, или яблоня, а плодов нету, не цветет. Да, потому что нужно вырастить огромное количество корней, стержневые, боковые. В общем, нужно создать мощный фундамент, базу для того, чтобы можно было потом выращивать на таком большом дереве большое количество яблок или других плодов. И если дальше будет продолжаться почвенная и атмосферная засухи,
то у больших садовых деревьев вряд ли будет будущее. Без воды в глубоких слоях почвы корни будут погибать. Вода драгоценная. Мне пишут, что негде взять воды. В колодцах воды нету. В источниках, которые рядом, тоже исчезла вода. И нету осадков, которые можно было бы хотя бы собрать и полить растения. Как изменится климат в ближайшее будущее? Думаю, и вы все это видите уже, кардинально он изменится. И нам нужно кардинально перестраивать свой внутренний мир, начинать с себя. Должен быть принцип «хорошо подумай, прежде чем подумать». И думай позитивно, не допускай сомнений и страхов, и все получится красиво. Красивых вам, урожайных, уютных садов, планет уютных для вашей жизни, в ваших сердцах и в ваших головах. Помните, все, что в вашей голове, в вашем сердце, это все выстраивается сейчас в вашем пространстве, там, где вы находитесь. Бурлите, воюете, и то и получите. Будете мирны, созидательны, именно в мыслях, в чувствах. Будете желать миру, мир, гармонию. Сами будете находиться в гармонии с миром, с внутренним миром и с внешним, и будет у вас прекрасно все получаться. Этого вам желают создатели этого видео, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч в новых видео. Всего вам самого доброго, прекрасного райского сада у вашего дома, у вашей дачи.